Всем привет, друзья и подписчики канала Лесной Кот 63. Я пришел в землянку с одной целью. Попробовать сделать полы, нишу под печку закрыть. И многие в комментариях писали, пригласи в помощь лесного строителя, поварешку своих друзей. И на этот раз они пришли. Встречайте, поварешка, лесной строитель. Всем привет. Привет всем. Ну, ребята, зацените. Шикарно. Круто. Работы много. Работы много. Как всегда, у нас по-другому не бывает. Чай попьем попозже, надо приступать к работе. Погнали. Начинаем. Погнали. На сегодня задача найти длинные жерди, пустить от крыши 2 жерди наискосок, чтобы было продолжение крыши, и напиливать по бокам, связать весь каркас и наколачивать крышу, а в дальнейшем выпилить по трубу. Вот на сегодня это главная задача. А как будет с полами, время покажет. Ну а пока Женя там все вам объяснял, чем он занимается, наша задача состоит в том, чтобы напилить побольше бревен для формирования вот этой вот коробки печной будущей. Собственно, мы уже часть напилили. Сейчас таскать будем. Погнали. Погнали. Тебе не готовить еду. Оп. Оба! Камеру забыли. Погнали с нами. Ну все, друзья, процесс идет потихоньку. Коробку начал делать, бревна установил в стены.
Сейчас выравниваем нишу и вставляем третью стену. Вот что из этого получается потихоньку. В итоге, говоря, технология какая? Получается, что все вот эти вот бревна распираются и сверху, и сейчас снизу тоже их разопрям. Уже измерили расстояние между ними. Соответственно, все будет друг друга компенсировать. Без использования гвоздей практически. То есть Женек там использовал 5, по-моему, гвоздей, не больше. Здесь поставится печь потом в дальнейшем. Ну, а уже вот там вот будет выведена труба вот здесь вот. То есть ниша под печь. Кстати, как вы думаете, какую печь лучше поставить? Камин, либо, может быть, настоящую такую печь с дверцей, из камней или из кирпичей? Напишите в комментариях. Мы все тут принесли еще работенку. Работай, солнце еще высоко. Работаем. Прямо, может, так присыпать. А может, знаешь что, может по высоте сделать, чтобы она, вровень шла. Понял, нет? То есть я пильну, допустим, ты вставишь, и потом пошли уже это. Нет? И здесь гвоздем прибьешь. И планку как раз на них. Да. Да нет, зачем? Можно просто вот одно прибить. Видишь, щель же здесь будет. Вот. Рулетку у тебя же, Серег. Дай рулетку. Сейчас отмерим и сразу туда поставишь, да и все. Два, получается, подпилим вот здесь и здесь, а остальные просто стоят. Ну, 98. Да, если что там подкопать можно будет. Все, чай пильну. Тут у тебя ос тут много. А ты любишь, что ты притащил? Они меня любят. Ну все, отверстие готово под выход трубы. А чтоб песок не осыпался в щели, я отправил Сережку за корой. И, кстати, он уже идет. Березка, подойди ко мне. Не-а. Подойди. Не-а. Ты нужна мне. Не-а. Не ломай. Ему больно. О, все, теперь можешь сюда засыпать, не будет на это на отверстие попадать. Коробочку сколочу сейчас, чтобы песок не засыпал отверстие, из которого будет труба выходить. Пока один там работает, что-то делает он, Женек. Мы ничего не делаем. Все вот эти вот понты, да, просто вот нахрен. Да, Серег? Вот. У тебя еще один.
Вот это подход. Это вот Вот подход. вот это я понимаю, еда, вот это готовка, вот это нахрен ничего не надо. Вот взял, вот так вот. Кстати, Нормально. компания Доширак, обращайтесь к нам за рекламой. Присылайте. Вот такие штуки, там пару коробочек больших. Вот. Лично мне, я с Женькой, с Лехой поделюсь. Знаем мы тебя, да, по подельцу. Он Лесной еврей. сам схомячит. Лесной еврей. Давай, червонец, пожалуйста. Газовый керосинка буду покупать. А то примус худой, пожар может быть. Кушать подано. Садитесь, Дайте жрать, пожалуйста. Инструмент сломаешь. А он еще на зеркале губной помадой голую женщину нарисовал. Сан Саныч, а Гаврил Петрович по фене ругается. Отставить разговорчики. Этот нехороший человек, этот Василий Алибабаевич, мне на ногу батарею сбросил, падла. Пострадавшая оса уже вон одна. Чай с осой. Очень вкусный и опасный в то же время. Хотя нет, это уже труп. Ты уже, да, испил, Женек? Да. Чаек с осой. Пил. Неприятное чай. ощущение. А у тебя язык-то долго опухший был? Часа 2. Часа 2, ну еще побольше. Жесть. Ладно, хоть это не задохнулся, а то, представляешь, разбух бы и дышать бы тяжело. было вообще. Анафилактический шок мог случиться. Да. Если проглотил бы ее. Вот она уже на сосиски лезет. Приятного аппетита. Всем, кто ест вместе с нами. Да. Тут она 2 держит. Тут это держит. Ну и все, в распорку, да. Ну, щель И засыпется. ща- да, они потом выровняют, все равно потом платформа под печку нужна будет. Да. Подушка, так сказать, так называемая. О, четко. Она никуда не денется. Только может чуть копнуть надо, чтобы она поглубже стала. Дайте женщинам цветы. На-на-на. Льготная ипотека от Лесбанка. Обращайтесь. При рождении второго ребенка 1 квадратный метр в подарок. Собственно, вот, ниша готова. Сегодня мы будем здесь ночевать. Все втроем в этой комнате. Нам вот это нам не нужно, мы будем здесь. Нет. Главное будет... Ты там, да, ты дверь здесь сделай. Нас закроет, пока мы все не доделаем здесь. На замок там. Ага. И все. Вот так. Не, что, нормальная ниша получилась. Смотри, места много. Тут большую печку собрать можно. Отсюда, кстати, комната такая большая. Пусти нас, хозяин. Хозяин! Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Ну что, друзья, ниша под печку готова. Отдохнули, попили чай, пообедали с ребятами. Будем начинать полы выкладывать. Время еще вагон. Работаем сегодня до победного, до темноты. И желательно успеть намного больше сделать. Толстенный что-то, влага. Не сгниет. Надолго хватит. Войдет, нет? Ходит. Ходит, хорошо.
последняя, уже слишком толстая. Ну да. Хватит. Ты чё? Буянишь. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? Жарко уже. Вот, казалось бы, вроде бревна не тяжелые, абсолютно. Хождение. Вот хождение вот это. утомляет, очень далеко. И еще, когда до землянки идем, в гору подниматься, очень сильно утомляет. Только и ходим туда-сюда, туда-сюда. Гуляем. Не, кстати, полезно. Свежий воздух. Птички не поют. И очень важно успеть побольше бревен для пола принести женьку. Оп! Давай, силач. Не роди. Тут. Ежика. А мой тоже, мое бревно возьми. Ох, совсем слабенький стал. Все, годы берут свое. Слушай, ну Я понятно. по два таскаю, а ты по одному. Еще и тоненький самый. Держи, Женек. Стареет, Лешка, стареет. Подай, Женьку, подай. В меня не... Я подарю тебе бревнышки. Бревнышки, бревнышки, бревнышки. Благодарю. Лесные идиоты. Шикарно. Все, Серега пошел за мхом. Сейчас мох принесет. Чуть-чуть украсить земляночку. Уже который год ничего не меняется, да? О, да. Мне этот мох будет, я думаю, в кошмарах скоро снится. Фу. Мох Не- плохой, сразу говорю. И он малый, и он плохой. Он рвется, он такой ощущение, как будто высох уже весь. Нормально. А бревнышки хорошо лежат, он прям. Да, вот. Отлично лежат. Ну, дровяник все равно какой-то делать. Ну, само собой. Ну да. Не, ну можно все равно вот так вот с боков даже положить, и уже хорошо. Хоть что-то. Фу, ну, по-моему, лучше, чем было. Ну, хоть что-то. Да. Молодец, Серега. Спасибо. Вот такие вот спилы деревьев. Сделал, бревно пополам распустил. И сейчас сделаем Женьку стол. Все по-простому, как обычно. Чем проще, тем лучше. Пропилы. И потом гвоздями прибиваем. А потом уже все это дело на что-то поставим, на какие-то, на какой-то столб и прибьем к стене, например.
Я подарю тебе 100. От души. Ландыши. Все, крыша едет окончательно. Мусорок, Не шей мне срок, машинка Зингера, иголочка сломала. На-на-на-на-на-на. Вот и столик вам готов. Папарам. Пошел. Ой, хорош. Пошла, родимая, родная. Это вот как бы вот огнуть-то? Да может, как есть, так и забей его, держится и все. Да нет, надо что-то это, молоток. А где молоток? Давай сейчас опять погнется просто. О, блин. Да подожди ты, блин. Да, может, тебя тебе там молоток. руки. Сейчас топор какой-то, видимо, легкий. Да на! И ты на. Ну, если что, второй пильнем потом. Если места мало будет нам. Розовые гвозди. Ну все, у нас сейчас будет ужин. Серега уже готовится, распевается, сейчас будет готовить нам покушать, поесть. Да-да-да. Связался, блин. О, табуреточка. Стоит. Стоит? Стоит, стоит. Пойдемте в гости в мою обитель. Что, пора есть? Пора есть. Сегодня у меня никакого такого прям очень сложного блюда не будет. Я когда думал... В общем, я думал, что у нас очень долго будет работа идти, поэтому на ужин надо что-то достаточно быстрое. В комментариях очень многие писали, что вот, Серега, ты готовишь постоянно какую-то острую кухню, азиатскую кухню, что-то такое. Сегодня я решил приготовить исконно русское блюдо, которое называется селянка. Или по-другому оно называется еще солянка, но не суп. Хотя солянка-суп тоже является исконно русским блюдом. Вот сейчас мы, собственно говоря, и приступим к приготовлению данного блюда. Готовлю, кстати, буду его готовить первый раз. И надеюсь, что будет вкусно. А оно будет вкусно в любом случае. С голодухи все будет вкусно. Но мы понаблюдаем. Да. Как всегда, собственно. Занимай тогда место повара. Ну, А мы в сторонке как-нибудь сейчас Всё. рассядемся. сейчас займу. Давай. У Сереги, кстати, нож очень опасный. Ну, да. У меня уже коленки дрожат. Да, и я разжился тут новым девайсом. У меня в сентябре был день рождения, и мне сестренка, моя младшая, задарила нож. Специально туристический мясокладень, потому что, такой не очень хороший, он старенький. Вот, и маленький, резать им не очень удобно. Вот сейчас у меня хороший большой нож, сейчас начну резать, покажу. Вот. Ну что, приступаем к приготовлению селянки. Что нам для этого потребуется? Нам потребуется лук, томатная паста, колбаса и сосиски, чтобы задать копченый аромат. Вообще, по идее, в оригинальном рецепте там идет копченое мясо,
Но у нас нет времени коптить мясо, да и мяса самого нет, и коптилки тоже. Поэтому мы используем сосиски и колбасу. Ну и главный ингредиент этого блюда, который задаст весь вкус, это квашеная капуста. Ну что, начинаем. Нож покажи. Нож, сейчас, да, вот. Да, покажи. Вот такой вот у меня нож. Вот, это Коламбия. Вот в ножнах. Ножны, кстати, не очень хорошие на самом деле. Я буду себе заказывать из натуральной кожи. Есть у меня умельцы, которые делают. Ну, а, собственно, вот сам нож. Знаете, я когда первый раз его увидел и взял в руку, вспомнил старый фильм. Все его, наверное, смотрели. А кто не смотрел, ну, более, наверное, молодые наши подписчики. Ну, люди нашего поколения точно знают этот фильм. Это «Крокодил Данди». Когда, помните, их подошел этот грабитель, типа, чувак, классный пиджак. Достал такой этот нож-выкидуху и твой бумажник. Ему подруга его говорит, типа, отдай ему бумажник, Мик, у него нож. Он говорит, да разве это нож? Достает свой там вот такой тесак. Вот это нож! Мне больше всего момент запомнился, как он там банку швыряет и кому-то в голову, ну, да, преступником. Ну, за преступником, да. Да, с консервой. Фильм зачетный вообще. Классно, Таким ножом на медведя ходить. Ну, вообще, да, это охотничий нож, по идее. Я думаю, можно им разделывать там тушу. Ну, я это делать не собираюсь, я не охотник все же. Как ни крути. Мы любим животных. Мы любим животных. Кушать тоже их любим, но охотиться не охотимся. Мы не любим убивать животных. Красота прям. Своя атмосфера в этом есть. Ну что, давай? Ну что, да, поехали. Ну, для начала надо маслица добавить. Все. Все, да. Последние силы оставил здесь. Да. Добавим маслица. Давай. Так, лук мы закинули, обжариваем. Под следующим номером у нас пойдет квашеная капусточка. Сейчас мы ее скроем. Ну, давай вот пока. С хреном. Там с морковкой, это с хреном. Ну вот с морковкой нам надо. Готовить пасту. Поступлю как свинот, я люблю так делать. Мы это знаем. Ну, Ладно. не домашняя, но пойдет. Значит, берем просто вот так вот. Кроп. Руки чистые, кстати, мыл. Кто, если будет, что я там руками грязными, нет, руки чистые мыл. Больше грязи, шире морда. Да. Шире морда. О, запахи прям, да, поперли. Разные такие. Мешать тоже полностью уже не надо? Пока не надо, пускай немножко она прижарится. Чтобы поменяла она свою цену. Да? Ну, кстати, да, можно ложкой повычерпать. Держи, я просто сковородку придерживаю, Да. чтобы это не упало. Только старайся, чтобы пока рассол не попадал. А рассол нужен будет? Нужен. Эх. А ты хлебануть хотел? Ну, хлебани. В чем проблема-то? Я не вижу никакой проблемы. Все свиноты будем, да? Да. Блин, может стаканчик чуть-чуть налить? Ну ладно. Да ладно, брось, что. А, ну что это вообще? Поросята. С похмелья хорошо. А очень, Кому кстати, чё? очень, кстати, полезно вообще капуста квашеная. Да. Там витамина С, знаешь, сколько в ней? У меня бабушка делала раньше вот такую капусту. Это лучшая капуста, которую я ел. Сейчас мамка по ее рецепту делает. Бабушке тяжело уже. Мамка делает по ее рецепту тоже прям. Я хренадер любил. Бабушка это делала хрен, там что-то там мешала. Домашняя прям вещь. Термоядерный. Там прям ешь, аж Ой, всё горит. огнем пышешь, да. Мешать, нет? Да, мешай.
Огоньку не подбавить, кстати. Подбавь. Вот я тоже смотрю, что-то у меня такое ощущение, что надо. Надо. Однозначно. Тем более жидичка какая-то там. Да, надо, чтобы она выпарилась немножко. Мгм. Ну, чтобы потушить, как бы, да, получается? Ну, прожарить, скорее, больше. Потому что рассол попал, она, видишь, немножко. А пахнет як! Вкуснятина. Да. Ну что, друзья, капусту мы обжарили, настало время добавить томатную пасту и немножко ее спассеровать. Томатной пасты можно, в принципе, особо не жалеть, добавить ее вот так вот, наверное, пару ложек. Раз. И вот так. Два. Да и думаю, можно третий. И вот так вот 3. И начинаем ее вмешивать сюда. Был Серега, теперь Женек. Потеряли бойца. Ну, что, пошла мясная составляющая нашего блюда, и оно будет, в принципе, готово, потому что, ну, условно говоря, у нас мясные продукты все уже готовы, их только подогреть надо. Вот и все. Нет, все-таки как ни крути, акронидов испортились. Да. Борщ еще более-менее. Не, борщ вообще отвратный. Мгм. Вот я тебе говорю. Да и буженину я вот, у меня 12 пачек там было. Я что-то уж пачек 5 съел, ну не вот прям вау. По крайней мере, в том году мы на стройку приезжали, борщ Да. был вкуснее, он прям вкусный был. А сейчас какое-то месиво, там, жижа прям. Они как этикетку поменяли немного. Да. Охотничьи. Тоже колбасу. Соль копченая, да, по-моему? Мгм. Да. У нас сегодня по-богатому. Хотя блюдо максимально простое. Что-то она вообще обалденная прям. Классная колбаса. Она и не очень дорогая, что-то 160 с чем-то. Ну, недорого. Тоже в пятерке. Мгм. Так, ну вот это, если что, на второй заход оставим. Перец. Я люблю все-таки вот эти в мельничках продается смесь перцев. Вот она прям Ну да, там ароматная, 4-5 сразу. душистая, да, там белый какой-нибудь, розовый, там, черный тот же, красный. Мне нравится этот чили. А, ну чили. Такой вот, да. Я, кстати, себе, знаешь, что купил недавно в Перекрестке? Купил коробочку, там вот такие вот эти перчики, стручки, чили. Вырви глаз. Я съел стручок, я плакал, наверное, полчаса. Но это еще, кстати, перец чили, он не самый острый. Самое жуткое, ну, из того, что я пробовал острого, я пробовал соус на основе Каролина Риппер. Ой, ну, Было весело. было весело. С утра особенно. Воды выпил, наверное, кучу, да? Молока. Я бутылку молока залпом выпил практически. А вкусно? Да. Приятного аппетита. Даина. Спасибо. Тебе. Вкуснятина. Соли вообще не добавлял. Только перца. Да, кстати, и вообще не надо. Вот прям обалденно. Соли не надо, а перчик самое то. Остроту придает. Ну, такую небольшую. Блин, на удивление, прям, ну, реально, как солянка что-то похоже, напоминает так, Да. чем-то. Ну, потому что здесь кислинка идет, как в солянке, и копченость. Спасибо тебе, Серега, за Да. вкусный ужин. Всегда, пожалуйста. Всегда ваш. Ну что, друзья, рабочий день подошел к концу. Много успели сделать. Ребята помогли. Полы, нишу под печку. Вкусно
Серега приготовил ужин. Стол, главное, еще сделали. Стол сделали. Сверх плана. Ужин, да, ужин действительно был вкусный. Мне самому понравилось. Я редко кайфую от своей еды, ну, потому что она для меня как топливо, но сегодня я прям кайфанул. Так, будем собираться домой. А, кстати, чуть не забыл. Снова в этом году проходит голосование на лучшего DIY-щика года, блогер. Какой же номинация он? В диких условиях? Дикий DIY, да, это земля, категория земля. И там участвует наш друг Илья Колчин с канала Тайные Тропы. Давайте проголосуем за него, свои голоса отдадим и пожелаем удачи. Давайте сделаем так, Чтобы он стал победителем. чтобы стал победителем, и чтобы Самара так и осталась столицей бушкрафта в России. А мы, по сути, вот, ну, если так посмотреть... Ну, уже Диман выиграл, походу, Да, оптимист. ты В выиграл. том году я теперь надеюсь, что... Вовка не выиграл. Или выиграл? Вовка выиграл. Но он вот. не в этой номинации выиграл. Да. В другой. Да. Вот. Ну и просто у нас в нашем регионе, в Самарской области, больше всего блогеров по данной тематике по бушкрафту. Поэтому мы являемся такой, ну, негласной столицей Ну, бушкрафта. скорее всего, по строительству все. По строительству, да. Бушкрафт, да. Ну, Да, уточнее. да. Ну и многие писали в комментариях: Самарская область вся в землянках. Ну, так оно и есть. И это еще не конец. Это У только начало. Сереги же нет еще землянки. Да, Да, друзья. Осталось поварешки построить. Ну, на будущий год живы будем, сделаем. Подземная кухня. Подземная кухня, вот. Да. Кстати, да. Класс. Вот новый проект будет. Для нас, для всех. И мы обязательно поможем. Конечно. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч, до новых походов. Пока-пока. Счастливо. Всем пока. Как-то так. Снимаю. Добей как-нибудь сил. Я уже вставил тебе сзади. Нет, вот много. Давно все хотели посмотреть, как Сережка-поварешка работает, а то все готовит и не работает. Ну, говорят так. Всякие не очень хорошие люди. Я-то так не считаю. Он как умеет он. Так что пусть только кто попробует написать что-нибудь плохое. Я приду за вами. С лопатой. С двумя. Слушай, пора забивать, конечно, трындец. Сейчас выключи. Ну что, друзья, ниша под печку готова. Миша под печку готов. Ниша, Миша под печку готова.